Добрый день, дорогие друзья, с вами Таяна Брис. Сегодня я говорю о кармических отношениях. Мне пришел один вопрос от мужчины, Смирнов. Хотелось бы, чтобы вы подробнее остановились на теме энергетических взаимоотношений кармических партнеров, родных душ. Насколько чувствуют друг друга партнеры на расстоянии? Насколько чувствуют, но я думаю, что это полный контакт. Во-первых, это что-то наподобие, когда люди не просто на одной волне, а они ощущают полное единство. Вот как будто бы это не два отдельных человека, это вот один человек, одна душа. Есть ли контакт на уровне мысли? Контакт на ментальном уровне, ну, безусловно, он присутствует, но и не только ментальный уровень. Скорее всего, это и эмоции, это и физический контакт, когда люди чувствуют друг друга, они, естественно, считывают друг друга, то есть идет такой энергообмен. Допустим, один думает, другой эти мысли воспринимает. Возможно, идет даже какой-то разговор, но это все можно отнести к чему-то сверхъестественному, но это все-таки присутствует в отношениях. Можно ли разорвать связь, если она приносит страдания? Нет, но ее можно только остановить, поставить на паузу. Это все равно, что вы смотрите фильм, он вам не нравится, вы его остановили и ушли. Но в конце концов, рано или поздно, хотите вы того или нет, но вы все равно продолжите общение, вы из этой ситуации не выходите полностью. Обычно отношения по типу родные души, да, вот родственные души, они развиваются очень медленно. Это обычно годы. Вот, как говорят, счет идет на годы, а не на месяцы. Естественно, выйти через 2 года нельзя, или через 3, через 5. Вот сколько требуется времени, да, столько его и уйдет. То есть это будет лишь пауза. Полного выхода нет. Выход возможен только в случае, если люди договорились, они сошлись, они создали семью, заключили брак, вот тогда это, да, решение проблемы. А если одному больно, другой это чувствует? Да, безусловно. Если одного ломает, обычно это как ломки, то есть это вот что-то наподобие, когда человек выкручивает, то есть это физически, да, это языком медицины психосоматика срабатывает. Вот когда человек, все, что у него происходит в голове, да, в его мыслях, в его сознании, в его сердце, все это отражается на его физике. То есть человек ощущает полную безысходность. Это вот, как говорят, ищет пятый угол. Тяжело очень. Многие, вот когда я общаюсь с людьми, попавшими в такие отношения, они время от времени, не всегда, это не постоянно, они испытывают такие глубокие, такие серьезные, сильные физические боли, что они не могут работать, они порой просто, вот, как говорят, пластом лежат, ничего не делают. Вот. А иногда их просто как говорят, скручивает, чуть ли не колбасит, вот, простым языком говоря. Можно ли развить и усилить контакт? А с какой целью? Для чего развить? Если только чтобы лучше чувствовать партнера, да, вот если постараться до него достучаться, но я думаю, это бесполезно, да, можно, конечно, развить, но это определенные техники наподобие медитации, то есть когда отключаешься и представляешь себе человека, которого любишь, и пытаешься вступить с ним в контакт, в разговор, да, тогда еще можно как бы достучаться, договориться, но в принципе считаю, что уйти и как-то уменьшить вот этот контакт, снизить боль невозможно. Развить, если действовать от обратного, допустим, развить контакт, то есть чтобы вы друг друга еще лучше чувствовали, но чего вы добьетесь? Того, что это будет вот как оголенные нервы, да? То есть один сходит с ума, как 2 тигра в клетке, второй тоже
себя ни в чем не реализовывает. Вот впечатление такое, что как бы два человека, которые находятся врозь, но они не могут обрести гармонию, они не могут научиться жить здесь и сейчас. Конечно, это приносит большой дискомфорт. И если развивать, вот скажем, такое ментальное общение, оно не поможет отношениям выйти на правильный курс, потому что потребуется время, то есть необходимо какое-то время. То есть вот это вот X переменное время, это самое главное условие. Без этого отношения не будут развиваться. Можно ли передать мысль партнеру? Есть ли какие-то практики? Ну, конечно, можно. Практики существуют, я уже говорила, это медитации, это визуализация. Вот когда представляешь человека, либо берешь его фотографию и общаешься с ним. Лучше всего это делать в новолуние, либо полнолуние, или затмение, то есть идет такой полный контакт, потому что усиливается. Благодаря стихии, благодаря энергии самого, допустим, затмения или новолуния. Но в целом люди, которые встретились, вот не просто так, не случайно, вот те самые родные души, родственные души, они друг друга чувствуют очень-очень остро, и тут любой всплеск, ну, допустим, вот у одного из пары какая-то проблема острая, один человек расстраивается, например, плачет, второй это чувствует, или один там травмировался, или еще что-то, там попал в какую-то сложную ситуацию, там, несчастный случай, второго буквально вот как будто бы подбрасывает, да, почему? Потому что ситуация шока, потому что они как сиамские близнецы, то есть они настолько связаны, что они друг друга, конечно, чувствуют. И надо ли над этим работать? Так это развивается само по себе со временем. Потому что, ну как не чувствовать самого себя? Это все равно, что вот проснуться и не чувствовать, что у тебя болит рука, или там нога болит, или у тебя голова болит. То же самое вот в таких отношениях по типу кармическая любовь. Люди друг друга чувствуют так сильно, что это нельзя передать. Они могут сказать, что я знаю, чем он занимался, допустим. Это я исхожу из своей практики. Допустим, мне сами люди рассказывают. Они знают, когда кто-то из них куда-то уезжает, когда человек на расстоянии, либо он ближе, дальше, если у него другие отношения, болеет он. И вот такие мелочи, которые, в принципе, даже не любой экстрасенс может считать. Если вам эта тема интересна, если у вас еще какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите внизу под этим видео. Если вы согласны со мной, вам нравится, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами была Таяна Бриз. Я желаю вам самого лучшего и всего вам доброго.